Вы еще не забыли про такую игру, как Goals? Проект от независимой шведской команды разработчиков, которая анонсировалась примерно в одно и то же время, что и UFL. Вся разница в том, что UFL конкретно вложились в свой маркетинг, в то время как Goals что-то там рассказали, где-то там, где-то здесь выступили и после этого замолчали, пока UFL продолжали штурмовать информационное поле. Но постепенно Goals начали выходить из этого замороженного состояния и постепенно что-то дорассказывают о своей игре. Однако это все еще разговоры в никуда. И как такового представления о проекте у нас все еще не существует. Поэтому в рамках данного ролика предлагаю его хоть как-то сформулировать, ну и заодно понять, что же это за продукт и что от него стоит ожидать. Я рад вас приветствовать на канале Realistic PS. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы здесь впервые. Итак, что же это за проект такой? Что он из себя представляет? Ну, как нетрудно догадаться, это очередной футбольный симулятор, который направлен на онлайн-составляющую. Если у UFL еще есть какие-то надежды на офлайн, по крайней мере те же товарищеские матчи, а возможно когда-то в далеком будущем у них появится и карьера, хотя и то не факт, то Goals это самый что ни на есть онлайн-проект, направленный на игру в онлайне между реальными игроками. Игра позиционирует себя как будущий футбольный симулятор, в котором будет развита трансферная экономика, трансферная система, включая всевозможные новшества в виде NFT и прочей херни, которая на данный момент уже не совсем актуальна. Поэтому вопрос о том же NFT в игре стоит достаточно остро. Но сейчас не об этом. В то время как UFL постепенно делится какими-то кадрами игрового процесса, хоть и достаточно сырыми, UFL лишь ограничивается синематик-трейлерами, так же как и UFL в своем начале. Однако вскоре за этим последовали и реальные кадры. У Goals же только синематический трейлер, из которого трудно что-либо выцепить. Но хочется отметить, что при просмотре данного трейлера у меня прям отчетливо возникли воспоминания о небольшой короткометражке от Nike, которую они выпускали в преддверии чемпионата мира. Вот что-то похоже там тоже было. И, так сказать, слоган у игры почти такой же. То есть, даже можно сказать не слоган, а цель игры — создать идеальных игроков, идеального игрока. Трудно сказать, в чем это заключается, когда футбол — это командная игра, но тем не менее. Также они вкратце рассказали о том, как строится статистика в игре, в принципе так же, как и в других футбольных симуляторах, и продемонстрировали небольшой концепт карточек, который будет представлен в игре. То есть, опять-таки, онлайн направление, онлайн составляющая, с карточками, с трансферной системой, но чуть более улучшенной, чем в том же eFootball, например, и где-то на уровне FIFA, но может быть ей немного уступая ввиду отсутствия опыта. И знаете, в отличие от UFL, в Goals верится как-то намного слабее, то есть у многих ожидания от UFL и так небольшие, а про этот проект и вовсе немногие слышали, поскольку как такового представления о нем разработчики не дают, каких-либо конкретных кадров они не демонстрируют, ограничиваются только словами, да и то непонятными, наподобие NFT и прочего. Игроков в первую очередь интересует игровой процесс, геймплей матча, а не то, как будут выглядеть карточки, что из себя будет представлять трансферная система, экономика и прочее NFT-дерьмо, которое они все еще планируют в игре. И даже если после кадров от UFL у людей много скептицизма, они уже хоронят этот проект, то про Goals и вовсе говорить не приходится. Уже почти год прошел с момента анонса данного проекта, а кадров игрового процесса мы так и не увидели. На соответствующие вопросы, когда они продемонстрируют геймплей, разработчики лишь отмахиваются. Покажем, когда будем к этому готовы. С одной стороны справедливо, с другой стороны, к чему тогда все эти разговоры? А поэтому, если UFL для многих это спорный проект, то Goals уж тем более. Итак, дорогие друзья, в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение по поводу всего услышанного и увиденного. Как вы думаете, что стоит ожидать от этого проекта? Получится ли что-нибудь толковое, годное, или же, как обычно, это лишь небольшой мыльный пузырь? Такие мы уже наблюдали в лице футбол-плеера, который оказался лишь простой обманкой. Ссылка на этот ролик выглянула в правом верхнем углу. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, друзья. Ну а если вы на этом канале впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. У меня на сегодня все, и я всех благодарю за просмотр этого ролика. Всем удачи, дорогие друзья, и до скорых встреч.